Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале, давно не виделись. Я вам хочу показать в этом видео очень красивые места, разные, с нашего короткого с Февронии путешествия на католическую Пасху. Вы будете смотреть, а я с вами поболтаю на очень интересную тему. Усаживайтесь поудобнее, смотрите и внимательно слушайте, особенно те, кому 50+. Значит так. Если вы думаете, что женщина за 50 – это кто-то, кому нужно помочь донести пакеты, вы ошибаетесь. Знаете, что меня поражает? Когда я смотрю на женщин нашего поколения, тех, кто вырос в СССР, пережил 90-е, перестроил жизнь заново, я вижу людей с совершенно уникальным набором качеств. Таким, которого нет ни у одного другого поколения в истории. И при этом многие из нас сами не понимают, насколько они сильны. Сегодня поговорим об этом вот прям честно, без розовых очков, но и без ложной скромности. Это разговор о силе, которую мы часто не замечаем в себе, потому что нас так воспитывали не хвастаться. Но сегодня мы немного похвастаемся. Наше детство, во-первых, как спецподготовка. Пока современные дети учились формулировать свои потребности на сессии у психолога, мы в 7 лет стояли в очереди за молоком, например, да? Знали, где лежит мамин паспорт, умели объяснить соседке, почему велосипед мы ей не отдадим и так далее. Мы росли в системе, где с детства нужно было рано взрослеть. Стоять в очередях, помогать по дому, потому что родители работали, решать, как сварить суп из того, что имеется в холодильнике. Это абсолютно не было трагедией, это была школа жизни. И вот это и есть ранняя самостоятельность. В умных книжках по лидерству это продают как отдельный курс за 100 евро. А нам преподали бесплатно. Правда, вместе с дефицитом, но все же. И советская математика. Это вам не посчитай сдачу с десятки. Это логарифмы, геометрические доказательства на 3 страницы. Счет в уме, при котором у современных кассиров начинается легкая паника. Моя подруга, она вообще очень хорошо знала математику, она помогала с задачей внучки, 5 класс. Ребенок смотрел на нее, как на Эйнштейна. А подруга просто помнила то, что мы учили в школе. Образование – штука серьезная, особенно советская. Далее. 90-е – это университет выживания. Он без диплома, но с отличием. И когда наступили 90-е, вот я как раз вышла замуж, родила дочь в начале 90-х, хаос, дефицит, иммиграция у меня случилась в начале 90-х, и все с нуля по новой. Знаете, что интересно? Люди, которые прошли через 90-е, вообще не боятся нестабильности. Потому что нестабильность у нас уже была. Причем такая, что нынешние турбулентные времена на ее фоне – это легкая болтанка в самолете. Тогда нужно было крутиться. Без коучей, без бизнес-моделей, без стратегических сессий. Просто надо, берешь, делаешь. Это, между прочим, называется предпринимательское мышление. Вот это вот оно и есть. Только без красивого названия и без инвестора. Мы смеемся над этим, но на самом деле все это очень серьезно, потому что все то, через что мы прошли, вот сделало нас, как бы сформировало в нас кое-что очень редкое. И об этом вот прям стоит поговорить вот без шуток, правда. Что говорят психологи, что говорит психология про вот 3 поколения, например. Психология поколений есть такая. Она изучает, как эпоха формирует личность. И если, например, применить ее инструменты к нашему поколению, картина получается неожиданная. Вот 3 поколения берем, да, угадайте, кто выиграет. Давайте честно сравним. Современные молодые девушки умеют говорить о своих чувствах. Это прекрасно. Мы тоже умеем. Просто называем это иначе. «Иди поешь». Это, между прочим, очень глубокое эмоциональное высказывание.
Девушки знают, что такое личные границы. Мы тоже знаем, только у нас они выглядят не как разговор, а как взгляд. Один взгляд, и всем все понятно. Они осознанные, мы практичные. В кризис приходите к нам, мы знаем, что делать. Посмотрим честно. Советское поколение – это что у нас? Дисциплина, выносливость, умение рассчитывать на себя. Поколение 90-х – это гибкость, готовность к риску, предпринимательский дух. Современные молодые женщины – осознанность, эмоциональный интеллект, внимание к личным границам. А теперь другое внимание. Идеальный психологический профиль успешного человека сегодня включает качество всех трех групп. И именно женщины нашего возраста, которые не остановились в развитии, конечно, часто обладают этим редким сочетанием. Всем сразу. Есть важный нейробиологический факт. Мозг, который неоднократно проходил через серьезные изменения среды, становится более гибким. Он учится адаптироваться быстрее. Те, кто пережил распад СССР, хаос 90-х, возможно, переезд в другую страну, как в моем случае, прошли через несколько, знаете, таких циклов, этапов. В психологии это называется посттравматический рост. Не просто я пережила, а я стала другой и лучше. Прям как вот девиз нашего канала «Улучшай себя». Птица Феникс. Далее поговорим про наши настоящие сильные стороны без прикрас. Первое. Адаптивность. Мы уже несколько раз перестраивали жизнь с нуля. Это не пугает нас так, как пугает тех, кто никогда не падал и не поднимался. Практичность. Мы умеем находить решения там, где другие видят только проблемы. В бизнесе, в семье, в нестабильной ситуации. И это бесценно. Надежность. С нами можно строить отношения, проекты, планы. Мы не исчезаем при первых трудностях. Умение держать себя внешне и внутренне. Многие женщины нашего возраста выглядят потрясающе. И не потому, что вложили состояние в косметологию, как это сейчас делается часто, а потому, что привыкли за собой следить. И это тоже часть воспитания. И это все работает. Но хороший разговор – это всегда разговор без розовых очков. Поэтому честно о том, что иногда мешает. Инструкция по эксплуатации. Несколько важных пунктов для тех, кто общается с женщиной нашего поколения. Не говорите нам «вы не сможете». Это активирует режим «а вот посмотрим». Мы следим за собой не для кого-то, для себя, потому что так было принято. И это работает 100%. Но при этом мы слишком много берем на себя. Привычка тянуть все сработала в эпоху выживания. Но в партнерстве, в команде, в семье это путь к выгоранию. Делегировать в данном случае это не слабость, это мудрое решение освободить себя или силы свои, время на более ценные дела. Мы держим все под контролем не потому, что не доверяем, а потому, что привыкли. Если вы очень хотите помочь, просто сделайте молча. Хорошо, мы оценим. Мы иногда не говорим о том, что мы чувствуем. Чувства мы привыкли показывать делами, многие из нас. Накормить, помочь, организовать. Но иногда рядом стоит человек, которому нужны просто слова. Так что разговариваем, кто забывает. Мы бываем требовательны другим так же, как к себе, а другие не мы. И это тоже стоит помнить. Все это не приговор, это точка роста. И хорошая новость: в безопасной среде, рядом с теми, кому мы доверяем, все это меняется. Мы умеем быть теплыми, легкими и очень смешными. Просто не со всеми и не сразу. Мы поколение, которое умеет выживать. Но мне бы хотелось, чтобы вы все научились еще кое-чему. Замечать свою ценность всегда, не только в трудностях, но и в спокойные дни. Не нужно нам кризиса, чтобы понять, что вы сильная, умная, интересная женщина с опытом, который невозможно купить и невозможно подделать. Это просто факт. И с этим фактом стоит просыпаться каждое утро.
Но если кто-то думает до сих пор, что 50 плюс это уже не молодая, пусть попробует за нами угнаться. Мы подождем немного. Напишите в комментариях, если не лень будет, какой момент из этого видео был про вас. Я думаю, про многих тут было. Мне правда очень интересно. Возможно, я углублюсь в эту тему, потому что мы многие недооцениваем себя, это совершенно точно. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, если видео понравилось. Это вам не трудно, мне важно. С вами была Наташа, женщина, кстати, выросшая в СССР. До новых встреч. Пока.